Люди, которым хватает безрассудства думать, что они могут изменить мир, и есть те, кто его меняют. Приветствую, друзья, вас на канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня это первый ребрендинг наш. И мы возвращаемся в долгожданную Пандору. И вместе с нами неизменный наш мастер слова, мастер фаерии, эксперт Макс. Приветствую всех, дорогие друзья, на нашем канале. Расскажи, поделись новостями последними. С каким настроем ты идешь в нашу новую Пандору за сокровищами? Что думаешь, нас ждет? Настрой, конечно, один, надо забирать все призы оттуда. Хотя мы играем не ради призов, а просто чтобы всех противников... Просто чтобы побеждать. Не пропустить, да, не пропустить финальные битвы. Что ж, я запустил нашу Пандору, и давай мы по просьбам с небольшими комментариями, ну, чтобы это было в ускоренном режиме, соберем нашу колоду. Здесь у нас, друзья, не будет доступен песок. Кстати, хорошая есть карта и Последний кошмар у песка, и перемещение, но не в нашем случае. Поехали. Одно из двух, либо шут, либо мстители. Что ты думаешь? Я думаю, шут. Хорошая карта, чтобы у нас был на розыгрыш. Ну, тут ясно, вепрь, я думаю. Согласен, поддерживаю. Тики-зоолог, наверное, с раскопками зверя. Ну, я думаю, да, Тики лучше, чем Як. Тут, кстати, может башенка. и башня есть, но есть и глаз истины. Мы можем как отхилять себя потом, восстановиться, так и... Я бы взял башню, это... она себя уже, как-то мы играли, классно проявила. Прислушаемся к эксперту. Наверное, лягушка-метатель. Контроль. Ну, давай. Думал тоже за отважного приключенца, но все-таки лягушка-метатель пусть будет. Я бы, наверное, знаешь, я бы воду, наверное, воды тут взял. Хотя можно держать строй, кстати, взять. Ну, я бы взял... Тут вообще 3 карты на Давай, выбор. наверное, держать Хранитель. строй. Давай держать строй. Хорошая Хранитель карта. неплох, элементаль там был неплох. Ну, здесь, наверное, вихрь заклинаний. Мы любим Давай рандом. вихрь заклинаний. Тут Ого. и, ну, мне тут Давай залп возьмем. тотем тики, не? Может быть залп? Ну, или тотем. Против летающих. Давай, я не знаю. Тотем давай берем. Все. Решили. Тут, кстати, может габрианский дворянин рыбу призывать. Ну, такой себе. Он требует аж 3 воды. Ну, просто тут даже лучше еще одну башню взять. Безудержный рост нет. Я думаю, лучше взять башню, на самом деле. Рубиновый як не играет особо. Ну, либо огонек тоже неплохо выглядит. Взяли башню. Я тут за странницу, за пределе, чтобы у нас был костер. Да, давай, костер иногда. Первое сокровище. Ну, я думаю, косорока тут однозначно надо выбирать, чтобы мы могли законтрить любое существо. А я бы, может быть, и клинок взял. Давай косурока. Мы Давай, еще хорошо. наших не играли в стримах. Гнев. Гнев Сайфера. Хороший контроль будет здесь. Танец неплохо выглядит. Танец, думаешь? Давай танец. Что-то пока у нас таких существ не нарисовывается. А лягушение, наверное, давай. потому что... Нет, у нас воды всего 2, а лягушение до 4. Да, ну потом какую-то, я имею в виду, пригодится, может уничтожить какую-то... Ну, будет руинин против нас, придется... Ну хорошо, бери. Резервная не помешает. Унизительный взор тут. Хотя, ну, однозначно, тут, в принципе, без вариантов. Еще унизительный давай тоже возьмем. Давай. Будем унижать соперников. Тирийская экспедиция предлагаю. Хотя и осьминог смотрится интересно. Нет, но я за тирийскую, да. Да. Як. Ну, собирайтесь, костей точно нет нам. Я за яка. А раканский вербовщик, чтобы еще существо, не?
Ну смотри, он за 4, 3, 4 и 1, 1. Ну, типа... Можно взять, но я бы Яка брал. Ну, а нам его как бы нечем бафать. Просто будет бафаться существо, ради этого брать. Тогда и это тоже само по Хорошо, себе существо. давай. Тут древний вепрь, я не уверен, что у нас существ будет так А много. может быть взять эту водное, эту ракушку? Мгм. 0,5. Ну, мне тут А как... можно, Мне можно древний взять вот повелитель зверей смотрится все-таки. 12,3 можно взять еще. Да, Лавовый. давай, наверное, лавовый аксолотль. Изменчивый прилив, думаю, стоит. По-любому. 100%. Ну, тики зоолог. Нам, ну, молот. Молот. Молот это легендарное сокровище. Так, Явление Ту. Я бы и, взял ну, явление. думаешь, оно? Ну да, оно нам что-то хорошее даст. Точно даст хорошее что-то. Унизительный взор давай. Тут, кстати, если я не ошибаюсь, это в Пандоре ж может быть и по 4 карты, да? Может быть, две одинаковых Ой, ну, легендарных. он пришел. Он пришел. Силанский конюх, наша любимая карта. Ты, кстати, на всякий случай говори. А вот тут Микрофон у давай тебя рядом, да? Близко, чтобы на записи было. Тоже хорошо слышно эксперта. А то всегда говорят, меня хорошо слышно, нуба, а эксперта тихо. Да, я думаю, нормально мне должно быть слышно. Тут можно ираканца взять, этого, которого ты хотел в тот раз. Давай. Мастер меча, только когда ход. А давай, наверное, милость Гаи. Мало ли там понадобится здоровье Давай, хилиться. давай, тут я ничего лучше как-то не вижу. Изменчивый прилив. Вот тут, наверное, может Огра такого пожирнее что-то взять. Это у нас, конечно, будут раскопки. Ну, Огр очень дорогой, тут можно было бы взять Тиранакса. Такая средняя карта. Давай. Но опять же, не забывай, что это Пандора и маны здесь будет потом много. Вот тут неплохо смотрится Тритон. Дропать колоду. Ну, из того, что я вижу, есть тут. У него есть дар, мы перемещаем, ставим его сразу, и он нам дропает Ну, тут карту. неплохо выглядит и сам по себе исследователь тайги. Будет 5-5 5-5. маны. Ну, можно и того, кого Давай ты назвал. Тритона, у него прыжок, у Давай. него рывок как бы есть. Тут цветочный дух, наверное. Цветочный дух тоже классная карта. Классная. Унизительный взор, давай 4. Ты решил капитально унизить противников. Так, Сегодня. выберите А дружественное давай существо. счастливый талисман. Давай Замешать вашу... Давай. Что ж, друзья, мы собрались. Ну, выглядит по сокровищам точно очень неплохо. А когда еще с нами эксперт Макс, я запускаю поиск. Ты, если что, тогда переключайся в боевой режим просмотра. Да, можешь выключить демонстрацию. Да. Я думаю, такой колодой мы обречены на победу. Я тоже думаю, что нам уже не... Разве что только мы сами можем себе помешать. Давай, так, сейчас пока идет поиск, пробегусь. У нас держать строй, длиннорогий Посмотри, як, пожалуйста, шут, важные характеристики по землям. сила. Сейчас скажу. Ну, нам требуется максимум 2 леса. 4 воды, но это только лягушение. Чисто под него, если оно заходит. А так 2. И максимум нам требуется 2 горы. То есть хорошие условия. Всего по 2. Есть есть особые. 6 это как бы комфортно будет. Да, а лягушение это только в крайнем случае. А так 6 и остальные это особые земли. То есть любая из тех, что у нас уже есть. Всех по 2, да. 2 леса, 2 воды. Средняя стоимость колоды 3 маны и 1/10. То у нас вообще отличная колода, судя по ее характеристикам. Да, да.
Но опять же, стоимость это обманчива в том плане, что есть и раскопщики, тирийские экспедиции есть, которые будут давать более сильных существ. Но я знаю твою любовь к контролю стола и собиранию. Так, первый соперник Пупс. Интересное название. Играет на консоли. Наш игрок, наверное, видит хорошо весь стол сейчас на экране телевизора. Как ты понял, на чем он играет? Ну, здесь джойстик перед ником отображен. Да. Но как бы экспертам не гоже такие простые вопросы задавать. Это была одна из последних таких разработок Абракама вместе. Значок джойстика добавить. Я тут только тирийскую поменяю. Нет, ну, добавить на консоли игру Фаерию, тогда ж, напомню, отменились, что я считаю была большой ошибкой от мобильных. Отказались версии игры. И пошли в консоли. Так, ну тут, я думаю, тут выходим на тики, если такого нам ничего не зайдет, ко второму ходу нашему потом. Так, тики вообще шикарная карта для старта. Да. Поприветствуем нашего коллегу с обратной стороны. Какая у тебя изначальная стратегия? Будешь идти в две стороны и играть это оборону, проходить по флангу? Как ты думаешь? Думаю, мне в этом поможет эксперт. Не зря его сюда пригласил. Я думаю, сейчас пока не спешить исследование играть. Хотя можно сыграть, можно влево сыграть исследование и тут же сыграть лес, чтобы налево поближе. Не, давай просто через лес, просто без исследования. Ну, руинин давай, хорошая карта. Конечно. Вообще класс. И на следующий ход она прекрасно выставляется, причем ты сможешь ее поставить на воду даже. Да, да. На правую сторону, например. И пойти с 3-9, да, бороться. Ну, у нас тут есть и Силанский. Вообще карта, ну, сейчас заходы хорошие. У нас есть изменчивый прилив, если будет надо неожиданность. Соперник пока играет, ну, от защиты. Ждет сокровища, скорее всего. The huntress is Красиво, here. пока все красиво выглядит. И пока все одинаково. Благодаря изменчивому приливу уже на следующий ход сможешь, в принципе, туда землями дотянуться и силанским конюхом. Руинин продвинуть. Ну, я думаю, мы же одинаково мыслим, что силанского конюха мы на 1-1 даем. И бьем его. Видишь, он начал с этого фланга идти. На самом деле можно сделать и так. Тогда ты выбьешь его там с колодца. Я не знаю, я предлагаю сейчас Тритона сыграть 4-3. И пускай, ну, и он имеет рывок, он сразу станет возле вражеского колодца, пускай что-то там использует, наверное, против него. Давай так, наверное. И плюс мы еще дропнем карту. Вот так вот. Так, другой момент. Еще может что-то поставить. У него 10 мана, он что-то сейчас может красиво разыграть. Мы можем раканца слева еще влепить. А давай лучше справа, потому что Руинин уйдет туда, он ее потом забьет, а справа у тебя останется существо. Справа мы за 0 разыграем потом. Основные, я вижу, сейчас будет движуха тут. Он же, да, он в руку добавляет, точно. Давай. Сразу ставь. Зачем его сразу пугать? Поставим. Так. Ну, сейчас такие карты. Спамить стол. Сейчас борьба пойдет за левый фланг. Наверное. Вепрь.
Тики Зоолог. У нас не одинаковые с ним колоды, слушай. Не, Ивы у тебя нет. Ну, Ивы нету, да. И сейчас он такой руинину оставляет. Зоолога. Меня понесло хоть. Так, хорошо, один контроль он отдал. Нужно что-то придумывать с этим вепрем делать. А знаешь что, я думаю, силанского конюха на 3-4 дать и убить там 1-1. Плюс ты дабл коллект делаешь. А руинин пусть чуть-чуть продвигать по правому флангу, а слева поставить яка длиннорогого. Ну, еще и Тики может... Ну, давай, да. Так. Получается, силанского конюха. Слева, наверное, ставь. У нас... И давай, наверное... Слева длиннорогого яка ставь. Да, да, я имею в виду, нам... Давай еще построим сразу тут гору. Нам же... Что же там... Была у нас что-то и с горами связано, и особое. Ты прям так агрессивно решил? Конечно. Выступать. Твоя школа. Длиннорогого яка для размена, он потом же свою атаку кому-нибудь передаст. Может вообще поставить перед лицом. Ну там, да, ставим так, не выдумаем. И давай Тики. Хотя Тики на следующем можем разыграть. Потом. Не спешить. Просто всю ману потратишь через Тики, а потом сюда. Но он, скорее всего, на дабл коллект пойдет, может. Хотя может и разменяется. Но смотри, по землям воду он не поставил, значит руинин для него будет катастрофической картой, если ее раскачать. Ну ты ж видишь, он ее не трогает, надо ей уже, да, идти. Хорошая карта. Где наши унизительные взоры? Сейчас, наверное, пригодились бы. Так. 6-5 это очень хорошо. Это Шан бафнулся через Да. этого. Так, у него рывок 2. Может мы попробовать 3-3 сохранить? Хотя как мы его сохраним? Ну, да, мы его не сохраняем, так как хотелось бы. Знаешь, как ты можешь этого дикого вепря сыграть? По центру поставить... А, тебе уже лес и не нужен, да? Ну, можно и поставить. Это ж уже... И подвинуть его к колодцу на воду, чтобы с кабаном тем разменяться. Ну, 1-1 и 3-2, чтобы в него не разбивать. Или знаешь как, можно сейчас передвинуть землю вверх и 3-3, об 4-3 разбить, и все. Как тебе вариант? Хороший, да, точно. Вот эта идея супер. Там он все равно умирает, а так хоть в обмен нормально. Ну и по правому флангу двигай Рунин пока что, и я думаю все. Да я бы еще, наверное, разыгрывал, что там. Давай вепря разыграем. Даже вот тут просто пускай. Нам, кстати, еще одна особая земля будет нужна, и у нас лягушка-метатель будет. Лягушка-метатель у нас может... Ну, можно на 1-1 его поставить. Да. О, это будет интересно. Битва руинин. Как, Да ладно, как тебе? Откуда он ее вытащил? Тоже тоже, да, из Тикизеола. Да. А теперь тут началась игра на том, кто лучше. А лягушить? Кто лучше лягушит? Но я все-таки за лягушка-метателя. Да, вопрос куда? Я его предлагаю тут вообще между этими и поставить да, пока. Да, я тоже за это голосую. Руинин разменивай. Давай только мы поставим под еще одну эту.
воду. Вдруг повезет и зайдет Давай. наша. Так мы сделаем. Потом Руинин разменивай и ставь разменим, да. раканца под колодец. Или тики зону. А лучше вообще придворного. А, нет, на шута не хватает, да. Ну тогда раканца. А смотри, нам невыгодно было, по идее, размениваться. Это он сейчас ее на следующем ходе ставит, а мы только, ну, мы только закрываемся Ну потом. пускай ставит. Бери ману. Ну, то есть играй раканцем, чтобы ману взять с колодца в следующий ход. Тики пока не играй, я думаю. Ох, как ты красиво стал. Там, помнишь, есть одно сокровище такое. Молния в бутылке называется. Да, помню, но еще не было открыто. Хотя да, могло и открыться, и... Согласен. Nature never dies. Да, вот это, наверное, был неправильный момент, что когда ты первый размениваешься, руинин, надо ждать, чтобы он ударился. Он может сейчас пойти и по мелочи бить. Ну, это пока все. 0.4 кому он даст? Угу. Так. Косарно. Но Косорока руинин же ж не убьет, правильно? Или она превратит его, руинин? Нет, она не превращает. Она уничтожает, то есть она уйдет в руку. Значит, ну, я так, не наш вариант. Так, тут нужно, во-первых, убить 3-2 в ветролесу. Смотри, 1-1 размениваешь 1-1, там как бы типа все просто. 3-2 в 3-2. Так, а зачем 1-1 убиваться им? Просто так сейчас мы ж можем... Ну ты можешь сейчас 3-3 об 1-1 ударить, а 3-2 об 3-2 ударить. Да, 3-3. Вот так правильно будет. Вот так А вот. руинин его я предлагаю держать придворным шутом сейчас. Просто там Да давай нашу разыгрывать, качать. Нам ее тоже ж качать Ну надо. так ее ты тоже можешь сыграть, но просто чтобы он там не пошел, не разбивал никого. Шута еще. А ну пускай 1-1 бесплатного нашего заберет. Кстати, обрати внимание, руинин, когда уже возвращается, уже требует лес особый. Интересный такой момент. Пускай разменивает. Ну, Nature never dies. Все равно шута сыграл. Придворный шут. ну давай где-то сыграем его вот тут, возле лица. Да. Я понял. Что... Why so serious? Я хочу прокачать, да. Тики за гола, до 20-20 и потом им уничтожить. А теперь он будет. Видишь? Теперь да. Теперь да. А у тебя руинин Ага, нет. А у него все равно маны не будет. Ну, руинин он, конечно, сыграет. А не рано ли он использовал такую крутую карту? Ну вот сейчас, ну да, он даст... Руинин он, конечно, сыграет. Типа он нам сейчас 8-8 дает. Ну тут, кстати, Nature never dies. Косорока. Ну, я бы не стал 8 пропускать. Но с другой стороны, но если он сейчас не займет лес, он может просто подойти к нему насмешкой. можно. А он не займет его. Значит, насмешка. 1-1 собираем ману. Так, у нас появился еще унизительный взор. Тут другой вопрос еще такой. Не, просто руинин держишь насмешкой, 6-5 бьешься. Нет, 1-1 разбиваешься в 3-7 и 6-5 его забираешь, а 3-2 дабл коррект делаешь. Давай, да. Не будем усложнять. Косурока я пока предлагаю приберечь. Да, и свою руинин главное тоже разыграть. И, наверное, я вот думаю, может возле лица его вражеского сыграть. Хорошая идея, давай. Но он к нам 3-9 подойдет. Давай, пошли в атаку. А 3-9, но он подойдет.
А 3-9 ты можешь потом забрать косой рог, и у тебя там 6-1 остается. Да, и давай Nature тогда... never dies. Давай еще перед лицом 3-3 тики сыграем. Да, давай. Так, наверное, Саламандру попробовать. Мы еще и поставим и Не, я бы ветролесу взял. Ветролесу. Она дешевле. Давай. Ману возьми. Теперь ману взять. Да. Пока по столу так, 4 вражеских существа. Но у и нас два- есть унизительный взор. У нас есть косорока. О, По-моему, у нас контроля хватает сейчас. Бам. Красиво. Красиво. Но этот баф, по идее, он не должен засчитаться на руине. То есть ты ее убьешь, она не будет 12-11, она будет 10-10. Сейчас и узнаем. Ты прям хочешь... Я бы руине не убивал, я бы ее унизил просто. Ух, ты смотри, какая... какая рука у нас хорошая. Красота. Ну давай косу рока на Иву. Давай. А руинин просто унизить. И не трогать вообще. Ну да, у нас как раз хилкаш еще есть. И такой вопрос по поводу молота. Может быть, стоит 5-2 убить? Ну смотри, когда это существо передвигается, вы можете переместить. Мы можем его сейчас сюда, по идее, тут построить сейчас лес, сюда передвинуться и 5-2 убить ветролесу. Давай. А молот налетал, оставим, что. А молот лучше, чтобы ты сейчас его использовал. Можно, кстати, молотом руинин добить. А может И он пошли будет 3-4 в лицо и молот в лицо, 8 в лицо, и тут наши существа. Давай агрессивно. Все в лицо. Добрый Если вечер. 3 единички от хила есть. И там уже как ни крути, я не знаю, что мне делать. Тяжело будет за 7 маны. За 8. Пускай он там даже возьмет. Что-то сделает. Ну и у нас есть отхилка. На сколько? На 3? Да. На 3. И у нас сейчас в колоде где-то лежит 4 сокровища. Ух ты, видишь, у него есть целитель. Ну ничего, пока все нормально. Пока это ему не помогает. Насмешка ему надо сейчас очень сильно. И у него ж получается еще одно... А не, он разыграл тоже 2 сокровища. Барабан Ага, он вот- разыграл. Вот и насмешка. Знаешь, как тут, наверное, было бы правильно поступить? Ну только не говори, что сдастся. 8-8 убить 4-7, а 6-1 уйти в лицо. Возьми карту. Да, давай дропнем карту. Я тоже об этом только подумал сейчас. Еще унизительный взор. Не, ну я бы 8-8 ушел в лицо. 8-8, Ой, в 4-7 лицо. убить. Да, 4-7 убить, а 6-1 в лицо. И по 5-5 тоже, наверное, давай еще унизим руинин. Пускай 2-2 будет. Пускай будет. Может быть, не ложга и на руинин кинуть. Там сейчас должна быть еще одна насмешка. Мгм. Ну, и, кстати, сейчас всегда... Ух. Хорошо, что унизительно. Да. Ну, тут все просто. Руинин через рывок на вражеский лес, я думаю.
унизительный. И милость Гая тоже отхил использует. Да, на Nature всякий Опасно. случай. never dies. Ну, унизительный же ж мы на руинин кидаем, правильно? И карту бери. А. Обязательно карту. Выбранное существо и вы. То есть Получает надо 3 выбрать и вы. существо. Я И что-то да, подзабыл, карта. подумал. Ты знаешь, зачем мы берем карту? Ну, по идее, для молота, ты хочешь сказать? Да. А, ну и плюс у нас же ж много сокровищ замешано. Нам выгодно дропать сейчас. Да. Но смотри, я был уверен, что все, а смотри, как он пручается. Мы сейчас еще и отлетим. Слушай, но это интересно. Вихрь. Давай вихрь. Нам надо олягушение. Хитрость Карта. Авроры. Не- Мы Суще- можем рунину красть, Да, только нам да. две воды не хватает. Я предлагаю все-таки карту. Все-таки карту. Унизительный. М. 4, 6. Фух. Ну, 7-8 по-любому забирается. Так, а мы сейчас наносит, получает за каждого. Ну, то есть мы можем ферри сейчас собирать, да? Этот. Чем? Не, я имею в виду, надо как бы тут можем Тираникса поставить возле нас сейчас. Понятно, что 7-8 мы убьем, но тут быть Тираникса. Да, я бы поставил, да. Я за то, что ману, когда берем, мы не будем получать же, ж, по идее. Я бы поставил. И все-таки унизительно я бы сыграл, потому что у противника 6 атаки, 8 здоровья, слишком маленькая разница. Унизительный я бы сыграл. Опасно, опасно. Там был, наверное, чересчур самоуверенный ход с моей, возможно, стороны. Ну. Фух. Какая битва, елки-палки, а? Нам нужен молот срочно. Карта. Сначала карта. Нам нужна карта. О, это интересно. Ну так все, это летал, наносит 3 урона. И плюс ты руни 4. Ну, смотри, тут, можно сказать, отскочили. Ну, давай сделаем умный вид, скажем, что так и было запланировано. Там было... Давай 3 урона всему, чтобы красиво. Нам сейчас летал будет, да? Красиво. Поздравляю, эксперт Максим. Мне кажется, где-то в какой-то момент сильно опрометчиво, это была моя, наверное, даже больше идея, когда на лице, но соперник и нашел и ответ. Помнишь, был момент, когда 3 существа у него стояло там. Да. Но я в какой-то момент вообще уже думал, все, мы 100%. И это было почти в начале игры. А потом так. А потом Очень какой-то правильно. момент дропали и думали, все, это 100% проигрыш. Ну, хорошая игра была. И сказать, что и у соперника хорошая карта, ему с руинин подвезло, как и нам. Видишь, этот талисман дал крутое сокровище. Это одно из 3, а вот там еще парочка должно было лежать. Да, с нашей колоды у нас стратегия получается, когда мы замешиваем особенно сокровища, молодцы, играем дропать, дропать, дропать и дропать. Сюда бы в идеале какие-то карты. Ну, у нас только одна Но нам такая таких карта. даже и не попадалось. Таких карт. Ну, у нас есть одна карта, которая будет, тот тритон с прыжком, он будет давать карту в конце каждого хода, пока стоит на вражеской земле. Ну, значит, его лучше, наверное, играть уже после открытия Пандоры. Я думаю, для зрителей, вообще для видео, вот эта концовка была даже интереснее, чем бы мы максимально сейвово. Если бы мы играли руинин перед лицом, наверное, мы проще победили бы с нашими сокровищами. Там было непонятно, потому что у противника тоже был руинин. Тут как бы и он за счет того, что один раз... Ну, мы могли, смотри, у нас была пропустили, он хитрость доиграл. Авроры, у нас было еще потенциальное олягушение. Так что... Подожди, хитрость Авроры нам дал талисман этот
вводная карта, 2 рандомных дает. У Да. нас не было хитрости Авроры. Ну, на тот момент же ж уже была, да. Да, ну, битва была интересная. Открытая в конце, это как, знаешь, в футболе, когда команда уже открывается, играет условно без середины поля. Обмен атаками. Такое шоу. Интересно. Но молодец, я для себя даже Ну. хочу потом пересмотреть, как он грамотно все разрулил, когда перед лицом стояло 3 наших существа мощных, и у него там было Так там таунты зарешали, и что еще? 3 таунта. вулканический колосс, там что-то нам нанес урона, когда появлялся Он вот 3 этот его. существа снес, или Да. 4, да. И разбафался сильно. Может быть такое, что сейчас уже поиск 2,5 минуты, и нам опять же мы сыграем еще раз с этим игроком. Но если у него еще не было до этого поражений. Потому что колода у него сильная. Ну, самое удачное наше решение, думаю, это Силанский конюх был в игре. И еще знаешь, что было классным решением? 3-3, который сверху там стоял, вернуться назад и разменяться через передвижение земли. Да, что- это был крутой ход, ты его нашел, и нам не пришлось. Ну, он не смог, самое главное, дабл-коллекты делать. 100%. Ну, не зря ты ешь свой хлеб, ты признанный эксперт, гуру. признанный на нашем канале. Друзья, мы, кстати, хотим вас попросить, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. А расскажи, пожалуйста, пока о новом ребрендинге уже, почему именно гильдия рассказчиков, Guilds of Storytellers, послушать эту концепцию, чтобы было интересно. Но в наш канал мы включаем элементы постепенно. Вначале это какие-то интересные цитаты, в конце видео рекомендации какой-то книжечки. Возможно, мы будем еще от себя добавлять какое-то видение каких-то историй. Таким образом, наш канал будет не только об играх, но и показывать, доносить людям какие-то интересные вещи. Да, друзья, совершенно верно. Мы хотим создать свой фэнтези-мир. Это стратегия, цель, идеал такой. Свой мир, свою вселенную. В итоге к этому прийти. Максим, я анонсирую, пишет замечательную фэнтезийную книгу. Уже есть пару глав. Я знаком даже с рукописью. Я прочел черновой вариант. И интересно, мне понравилось. Сама идея, концепция. Также мы сегодня вот обсуждали появление в будущем нашей игры. Вначале это будет очень простая браузерная игра, но шаг за шагом, капля за каплей, вода камень точит. Так что и мы так маленькими шагами, надеюсь, придем туда, куда хотим. Также у нас есть свои байки, легенды. Возможно, мы придумаем этот формат и как их можно будет воплотить. Также, ну, тут не хватает еще очень важного элемента, так как наш сайт, где это можно все будет обыгрывать. Но мы к этому стремимся. У нас еще есть анонс, мы ищем еще 3-го про-эксперта. Если у него получится, мы организуем Fast Cup. 1, а может быть несколько, с интересными правилами. На победителя будет турнир по фаерии. Поделись, Максим, ты планами, какие ты планируешь 3 игры в ближайшие месяцы освещать, на каких сосредоточишься? Но я, наверное, пока сосредоточусь на 2 играх. На Это косынке и сапере? И пасьянс паук. И пинбол еще можно взять. Нет, это игры Cards, которые уже были видео на нашем канале. Также я думаю зацепить такую игру, как Гвинт. Я ее застал еще до Великого Ребаланса.
то время она мне нравилась больше, но я думаю, это потому, что я достаточно не ознакомился с новой версией. Вот попробуем поиграть в нее, я думаю, она тоже окажется очень даже интересной. Да, друзья, у нас еще есть, кстати, лицензия на игру, которая, опять же, на элементах гвинта нового. Подскажи название, Максим, этой игры. Это кровная вражда. Кровная вражда. Возможно, будет в планах и постримить эту игру, и там же есть элементы гвинта. Может это быть интересно. Кстати, ну, будет нам интересно, делитесь вашим мнением, какой контент может быть интересным, полезным. И да, главное, я подготовил классную книгу как рекомендацию. Главное, не забыть ее порекомендовать будет. Ищет Я уже, тебя- кстати, 8-ю минуту. Может, ты перезапустишь, может, там какое-то недоумение происходит в поиске, и он просто не знает, с кем свести такого мощного игрока. Ну да. А там, наверное, как слышит сей эксперт Максим, разбегается сразу, сервер пустеет, понял? Каждый, кто где схоронился, там отключился. Я слышал, даже некоторые люди, мало того, что из игры выходит и полностью интернет вырубают, кабели обрезают. Чтобы Пробки ни в коем случае не вытягивают. попасть в матчмейкинге, да, на Максима. И, там, не проиграть. Но если вы вдруг решитесь на такой шаг из феерии убегать всеми возможными способами, когда мы заходим на стрим, то будьте осторожны, когда будете перерезать провода электрические, может током ударить. Одевайте резиновые рукавицы, обувайте хотя бы резиновые тапочки, а лучше сапоги. Ну там, Для я давай с того начнем, что в интернет-кабеле, там, где витая пара, там нету такого напряжения, ну, я понял. Я рассматриваю вариант, если полностью... Если резать кабеля, то резать во всем доме, да? Ну да. Да, Я перезапустил, может и правда подключился, я остановил, перезапустил. Ждем соперников. Неужели в такой чудесный вечер, когда мы записываем данное видео, нету желающих побороться за сокровища феерии? ну, воскресенье. Кстати, уже начался и учебный год, может кто-то готовится в школах, институтах Да. к новой учебной неделе. Я бы даже сказал не к новой, а к первой. Так, ждем соперника. Ну, в любом случае, друзья, напомню, что в момент релиза нашего нового видео мы разместим тайм-коды, и можно будет сразу, это будет в одном из первых комментариев, тайм-коды сразу на боевки, чтобы можно было пропускать это ожидание. А сказал через 10 минут после ожидания. Да. Может, нам досрочно предложат просто кубок забрать и все призы? Ну, то я думаю, к фанере еще до такого не докатилась. Как единственному участнику во всей Пандоре, да? Я помню раньше, я не знаю почему, в какой-то момент, и если вообще сейчас боты в игре, но я прекрасно помню, что в Пандоре в свое время были боты, появлялись. И когда долго не могу найти игрока, подключала бота. Я не знаю, как сейчас, кстати, но в игре обстоит дела. Если боты на маленьких рангах там, ну, точнее, на высоких, там, начиная с 25-го, там могут до 15-го попадаться. Но я как бы давно там не играл в тех таких высоких рангах начинающих. Там. Уже здесь играешь живыми игроками, там где 10 ранг и ниже. Подскажи мне, пожалуйста, купить набор Авроры за 21 тысячу при максимальной стоимости 75, это выгодно или может еще что-то повыбивать? Ну, я
думаю, что тебе самое более выгодно это купить на все твои кристаллы сейчас мифические сундуки, их все открыть, плюс там в любом случае попадется косметика, которая даст еще потом скидки. Вот это сейчас, в том случае, когда у тебя уже весь набор карт есть, то самое выгодное это не покупать набор, а открывать сундуки. Помимо карт, ну, золотых, ты будешь получать косметику. А иногда даже и по 2 в одной раскладке. Ну и в том числе косметику из этих наборов. Скорее всего 22 тысячи, значит чего-то у тебя там то ли колодцев, то ли рубашки карт не хватает. Давай, пока у тебя поиск, я тестово куплю один мифический сундук и скажу, что мне выпало. Да зачем тестово? Ты можешь сразу на все купить. Просто ну, в другое место их тратить здесь негде сейчас тебе. Сразу покупай 15 и открывай 15. И Я делись. устану читать, что мне будет выпадать. Ну, ты не читай все карты. Ты читай только те, что косметика, которая будет попадаться. А мне упали сведения о землетрясе. Угу. Да, и сведения у меня тоже есть могут падать. 38 обычных сундуков, но так как все карты у меня уже есть, то там падает по 600 золота с каждого сундука. Так, а где эти сведения можно почитать? Хороший вопрос. Там, где собираются карты, колоды, где собираются, где крафтятся карты, там, по идее, должны быть сведения. Энциклопедия это. Вот, вижу, да, есть такое. У меня достаточно мало их открыто. Ну, ты просто это не ставил за цель. Если, ну, не ошибаюсь, в ежедневных заданиях есть, я, кстати, одно время открывал, ну, было интересно. И в том плане, что ты должен сыграть эту карту 3 раза и получишь сведения о ней. И бывали, когда особенно такие не сильно частые карты, то интересные колоды получались для них. Такой элемент интересный. Ну что, опять ищет 7-ю минуту. Я думаю, может стоит действительно прекратить, пока поставить на паузу, а потом сделать чудо монтажа. Как думаешь? Давай до 7 минут подождем. Или у нас, в принципе, за счет длинного поиска как раз вышло 30-минутное видео, наш первый шаг в Пандоре. Ну, я вот нашел описание землетряса. Грохот и рохот. Бить и крушить. Славьте громохода. Взрыва шага землетряса. Вот это, в общем-то, и все. Угу. Так, ну что, нашелся наш соперник Франк Илстнер, Фрэнк Илстнер. Так, я прочитал. Я уже бегу наблюдать и подсказывать. Еще нашелся один отчаянный искатель сокровищ. А возможно, так совпало, что как раз были сессии игровые в этот момент, пока мы ожидали. Ну да, Фаери это достаточно долгая игра. Особенно в Пандоре, да, когда такие несбалансированные колоды могут быть. По минуте, по-моему, дается на ход, да, раздумий, и практически всегда это время используется. Ох, какие себе карты выпали тебе для начала. Почему? Я думаю, на следующем ходе мы точно что-то, ну, скорее всего, разыграем. Нормально, плюс контроль классный есть у нас. Мы готовы к руинин. Так.
Давай на правую сторону. Почему? Пойму. А чтобы с 1-1 не сражаться и не давать потом бафы. А, ну, не, ну я понял, я думал по земле. Да, поставим направо. Вот хорошая, кстати, будет карта у нас. И спешка тоже, кстати, Не-не-не, хорошая подожди, карта. подожди. Это, по-моему, лучше по-другому сыграть, ну, копьеносцем. Почему? А, он получает Он баф, когда получает ты играешь именно в сильнее. игре, да, не в момент розыгрыша. Я перепутал его с другим тритоном, который получает плюс 1-1, когда разыгрывается рядом с союзным тритоном. А то, что нам жаба ниндзя упала, это хорошо. Мгм. У нас есть определенное событие, тоже перемещение. Давай 2 пустых направо и налево и собирай ману. Чтобы потом слева построить тики зоолога, конечно, хотелось бы там поставить. Но я почему хочу... Я хочу с левой стороны потом жабы ниндзя забрать 1-1. Того, который баф не дает. Я понял твою идею. Ну давай, тут не так много земель нам нужно. Давай попробуем так. Получится, не получится, это будет зависеть от того, как противник еще сыграет. Ай, жалко, что он туда поставил. Могло вообще замечательно получиться с дабл сбором. Но пока что, я ж правильно понимаю, на столе будет бафать существо 1-1, пускай бафает без проблем. Мне эта идея нравится. Только тут такой момент уже, ну мы можем перемещение земли еще использовать. Ну, не сильно ли это будет ради 1-1 такая комбинация? Это будет Ну, сильно, да. это будет Давай, сильно. давай тут позволим ему Давай в лес, давай в собирать лес. дабл коллект. Или я вот думаю, может 3-5 туда поставить, а тут потом... Давай поставь в лес справа и просто прыгни. А потом ты по флангу сможешь 3-5 двигаться. А Давай. строить уже будем что-то с левой стороны. Давай так сделаем. Мне, конечно, не нравится, что мы как-то так затормозились. Он сейчас тут собирает дабл коллект. Ну, хотя, с другой стороны, Ну, он... не страшно. Он не... Всё с- это Он не... время и Да. ты собирал с одного колодца, и он пока до сих Да, пор он не собирает. собирает с другого колодца своего, пока мы пока там стоим, не даем ему это сделать. Нам главное, чтобы он было идеально, чтобы он ничего не поставил, и мы могли бы собрать сейчас лягушкой. Вот сейчас мы сделаем красиво теперь. А, 5-6 сейчас бафнется, ну, уже что сделаешь. Нет, не бафнется, потому что ты будешь биться в другой 1-1. Ну? Или ты хочешь... В 1-1 этот, зачем его оставлять? Ну хорошо, в этот так в этот. Но шансы все равно небольшие, что 5-6 30%. Уф, нормально. Даже хорошо. Так, и мы по-прежнему, пока у нас замедлился наш разгон. Да, Нормально. мы тут пока не можем разыграть, но у нас будет идти риска экспедиции, идти к зоолах на следующем ходе. Больше мы тут сейчас ничего не сделаем. У нас же, помнишь, мы, в принципе, мы можем, конечно, раскачать нашего 3-5 сейчас с событиями. Я думаю, это будет... Он даже Это может у будет нас... хороший ход, это будет хороший ход. Ну, давай сейчас посмотрим. Так. Если Я ты предлагаю унизишь, слева он ставить. выживает. Хотя, подожди, если мы тогда его не убьем сейчас. Почему? Убьем, берешь, перемещаешь землю, он раскачивается. И все. И 5-6 убиваешь.
Ну, Так ты, правда, мы ещё- его, если сейчас унизим, мы его и так убиваем. Я вот к чему. Ну да, и так убиваем. Но тут вопрос в том, насколько ты хочешь оставить 3-5 живым. Или не живым. Ладно, давай Он же что-то повышает играть. баф только к атаке. Давай что-то играть, наконец. Там Тирийскую тики зоолога давай, наверное, или тирийскую. Давай тирийскую сначала. Сначала тирийскую. Давай крюк. Давай. Ну, тогда придет... Я хочу, конечно, чтобы он выжил. Но получается, в любом случае, сейчас мы 2 получим, и 3-5 он добьет нас. Может, крюком? Убьем его-то и все? А можно, кстати? Давай, пускай выживет. Он хороший, ну, в том плане, что он... И на следующий ход он все равно еще сыграет. Только надо что-то Может, еще выживет. ставить. А Так тут... тики ставь слева. Ну, пускай, да, разбивается. Ох, не успел выбрать, да? Я И- думаю, ты бы осьминога взял. Не, я ледяное чудище хотел взять. Все правильно. Так и задумано. Я люблю принимаем решение, когда там остается 2 секунды. Ох, вот это вот 4-5 желательно тоже вывести из строя. А ты, кстати, можешь это сделать. Очень даже красиво. Смотри, двигаем землю влево по диагонали, прыгаешь туда и забираешь 4-5. То есть ты предлагаешь, а чем он тебе мешать будет? И он бафнет ему Прочитай. сейчас всю руку. Ну так ты же любишь сложности. По-моему, 3-5 лучше убить. А там что-то поставить. Хорошо, а как ты 3-5 планируешь убить? Ну, сдвинуть землю, и он же ж бафнется. Это очень крутая карта в том плане, что... Давай двигать землю. Там еще можно Может, я думаю- на гору построить и просто прыгнуть туда. Да, и И еще и... ману соберешь. И... Тут, наверное, давай ледяного поставим. Да и все. Поставь. Он его сдержит. А ты потом конюхом И- сможешь бежать куда угодно. И да, и будет все. Сделаем все красиво. И с таким, чтоб сейчас под лавового аксолотля. А ты, кстати, там гору сможешь всунуть прямо возле лица. Смотри, как Ладно, вот нам зарешал вот этот копьеносец, да? Ну, да, он сейчас, к сожалению, падет. Но он много сделал. Делов. много сделал. Да, и ману неплохо пособирал, и 2 существа снял. А 2-1 тут хорошо лягушка-метатель залетает. Ух. Ну тут унизительный, я думаю. Я тоже. Несложно догадаться. И у нас еще сейчас и лягушка-метатель тут сыграет. Ну, сейчас давай, я соберу ману. Да-да-да. Все прекрасно. Но в прошлой игре тоже все выглядело красиво, а потом Так, оказалось сложно. ну, топус тут, наверное, и стоит. Всунь вот там сверху гору, да. Прям перед лицом ты предлагаешь? Прям перед лицом. Я думаю, может и тики поставим уже, чтобы занять доску. Там, может мы 7-3, там, мало ли, пойдем Ну, в лицо пускай, сейчас. Пускай стоит. 7-3 ты сможешь кинуть через конюха. Ветролеса. Ну тут, наверное, Некомата это. Ну, бери. Самое такое. Потому что под ветролесу надо много лесов. Надо хотя бы 2 клетки леса рядом. Не, надо даже больше, чтобы она с леса походила на лес и на какой-то еще лес перенеслась. Ну, короче. Не обязательно с леса, главное просто на лес. Ну, пока что все выглядит хорошо, но видишь, Но он даже скоро пока не строится. строится к нам. Тот быстро, прошлый оппонент очень быстро к нам расстраивался. Хотя и этот тоже не отстает. Ух
ты. Так. Интересно. Ну, хорошо потратил он. На нас потратился. Ну, здесь лягушкой 4-2 мы можем спокойно сейчас законтрить, наверное. И всунуть туда под лицо с другой стороны какую-то землю. Наверное. Что там нам? Наверное, лес. У тебя больше зеленых существ, насколько я помню. Давай лес, хотя нам и вода еще надо будет. Но это потом. И лавового. Угу. Сюрприз приятный. Но не забываем, у него еще есть разбафанные существа в руке, которые были, когда мы это существо законтрили. Поэтому, если у него... Спокойно, у тебя лягушение. Не, я имею в виду, у него этот, может быть, Deepwood Stalker. Как он там переводится? Паук, в общем. Ага. Ну, нормально. Это четко. Лягушить. Что-то потерял доску сейчас. Но опять же, сейчас сокровища, хорошие, удачные сокровища, они, конечно, еще могут все перевернуть. Придворный шут. Ну, просто поставить, я не знаю. То есть ману собирает справа. Давай возле лица, чтоб, ну, рядышком, да. Why so serious? Вот у тебя никому отобрал пробатался. Она еще и удвоится, будет 10, 7. И коса рока отлично заходит. О, у него тоже молот. Сейчас Не, ну это- кому это- больше повезет с молотом. Ну, тебе должно больше повезти с молотом, потому что ему он только что уже зашел, а тебе еще нет. А я предлагаю... А давай мы... Может быть... никого Ну, не косороку собираем. ставить сейчас Ну, нет. кому-то Я, собирай. я тоже думаю. Она у нас там. еще вот здесь, на... Нет, не там. А где? Ну, можно и на гору, а можно на гору между колодцами, а потом через Силанского закинуть ее, понял? Ну, там уже как бы Давай, опасно, а тут хороший может ход. на нее забить. Согласен. Типа ты сейчас не так Что агрессивно мы еще? идёшь. Цветочный дух давай поставим сюда. Пускай ему там... Не туда. Только не туда. Он По- сейчас туда Ива это идет, и ты тогда 5-7 не сможешь ударить. Не в самый верх. Мгм. Может и так быть, да. Ну ладно. Пока что, я думаю, так все и Карты, оставляем. бери карты. Тебе надо дров карту. Все, отлично. Ну да, если сейчас все он не обратит... Хотя, смотри, мы и так могли бы летал наносить косорока, забрала бы его. Это сейчас летал ему будет, если у нас все получится. Не было бы там. А если бы он закрыл центральную клетку, у тебя бы 5-7 не бахнулось, а может через спину не работает. Красивое сейчас будет завершение. Это прям быстрая игра была. И очень красиво. Мы только до одного сокровища успели дойти. Я думаю, не хуже. Так, я сразу же запускаю. Может, нам повезет, мы опять с ним сыграем. Нет, я тут к тому, чтобы долго не искать. Хотя, не, может, у него не раскачалась колода. Что у него такого было сильного? У нас, наверное, изначально много копьеносец метели, да, сделал. Давай проанализируем. Пока друзья ставят лайки нам и подписываются на канал, пишут комментарии. Как, кстати, вам, друзья, напишите вот идея Макса
с Никомотой и с Силанским конюхом вместе в дуэте. Очень красивый летал получился. Ну и сложно было до него догадаться, но если вот... не Да, знаю, да, ну, да. там Если бы мы еще что-то сильное ставили рядом, ну, шли простым путем, вот так прямо, он бы и, наверное, закрывался. А так он подумал, дабл коллект, мало ли, еще что-то. Плюс она сама по себе изначально летал, не наносила. Это тоже бдительность усыпила, она что, не удвоила атаку. Все красиво, хитро было, прям так, ух. Ты прям пугаешь меня, Макс. Что ты будешь творить на фасткапе, я только даже боюсь представить. А вот за соперника, вот если проанализировать, что он такое интересное ставил. Вроде бы мы на все находили ответ. Ива, защитник Но у рощи. него основная игра была через бафы. Один раз было у нас лягушение красиво сыграло. Ну как красиво. Противнику было обидно. Да, у Ну, него... я не знаю. Больше я как-то никаких особых не заметил идей, кроме бафа. Да, были мощные, просто толстые существа и бафы. Бафы в руке, плюс баф так стоял. Бафал у него. Ну да, да, такого я больше... Ну, насмешки, плюс насмешки были. И ты еще хотел цветочный дух тоже засунуть поближе к противнику туда. Но я думаю, тогда бы он Ивой отошел вверх, убил бы цветочного духа, и ты бы никому ты бы не смог. Смог бы, у нас была... Ива стояла. Но у нас была косорока, мы бы Иву превратили в косорока. А хватило бы тебе маны? Должно было хватать. Ну, Там 3 стоил коня, посмотрим в повторе, по-моему, должно было хватать. Так, нашлась битва. Nard Dragon. Красивая. Звучит. Агрессивный ник. Наверное, будет и борьба. И партия интересная в нашей Пандоре. И, кстати, у противника был молот. Да. И он его сыграл, он тоже хорошо ему помог. Ну, ненадолго отсрочил, летал. Я думаю, явление руини наставить и унизительно Конечно, оставить. с него вообще стоит начать. Пускай так будет, ну, контроль хороший. А зачем ты башню убрал? Она же бафала бы все, что ты ставил в дальнейшем. Почему все? Ну это же та зелененькая, которая дает... А, 1-1 давала пока. Ну, Да. возможно, да. Думал, существо, может, зайдет. Ну вот зашло существо. Вот Хорош. какой разгон. И вода. Ну, вот эта башня к нам твоя вернулась. Так. Давай, играй сначала явление, а там посмотрим. Так, ну мы сейчас не разыгрываем в любом случае. На Вообще следующий. ничего пока не ставь, да? Ну, у него может, конечно, быть и лягушение, но это интересно. Ну а знаешь, если он ее убьет, она станет 6-6. Этот баф не сохранится. Да, но чтобы его убить тоже придется или, ну, потратиться. Так, Придётся я бы потратиться. колодец не отдавал наш, поэтому я думаю, мы поставим и исследование сейчас тут. Знаешь, как можно взять? Исследование лес на пустую землю поставить здание и потом руин. Так, а зачем здание сейчас? Мы можем только 3 раза, это не тот тотем, который ты понял. Он бафает, и мы его активируем, и 3 раза можем по 1-1 Да, дать. да, Нам пока нет согласен, смысла, он его может или сейчас лягушатить, или... согласен. Я думал, это другой. The huntress is here. Раз он так сильно по моно пошел, смотри, аж 4 воды, то не исключено, что у него сейчас сидит и унизительный, или лягушение. Но лягушение будет обидно, мы, конечно, столько вложили. Да ладно. По-любому там лягушение сидит. Ну. Ну или унизительный.
унизительные, ну. Еще один. Нет? Как-то, знаешь, что беспокоит? Как-то тяжеловато мы начали. Тяжеловато, но у тебя только что существо 10-10 было, я не знаю. А вот сейчас тебе как раз таки башенка это помогает 4-6 разбить. Ну, я думаю, элементаль сейчас надо лупить, бо он прыгает. А 4-6 на следующем ходе. Ну, башенкой все равно надо дать баф. Не, Чтобы- да, согласен. И воду строить. Я бы, наверное, перед лицом... Это все-таки не раш сейчас против нас. Да, да. Главное, что Макс доволен, что башенка сыграла его. Ура! Сейчас проиграем, да? Ну, то-то такое же. Не, у нас есть, конечно, один шанс. Ну, будет... Я бы не сказал, что это какая-то у него супер колода сейчас. Ну, вот это больно. Может и супер колода такая, знаешь, и разгон он быстро взял, и... Пока... Может быть, просто хорошо зашло, это еще не знаю. Может. Но теперь у тебя рунин 6-6, да? А давай Nature never бери ману и dies. играй еще яко на другой фланг. Просто ману возьми, сыграй существо лучше. Ты потом соберешь еще. Земли построишь, не переживай. Ты не переживай, когда, ну, эксперт такой рядом, то... Ничего не страшно. Страшно то, что мы играем через защиту пока. Но другого выбора нам не остается. Да. Ну, разваливает он пока грамотно. Прям агрессивно сейчас пошел под агрессию такую. Пока у нас нет выбора, да? Ну, надо 5-5 забирать. 100%. Да. И прыжки, но он как бы много всего уже и скинул. И надо... Он много событий классных отдал. Да. Вихрь. Да, вихрь тоже сейчас что-то посмотрим, что-то хорошее. Не хватит, да, нам на тиранакса чуть-чуть. Ничего страшного, главное 5-5 забрать. Ну, то, что у нас... Ближе к лицу, ближе к лицу. Я вот знаешь, о чем думаю? Может, милость дать, чтобы выживала, потому что 1-1 очень легко законтрить сейчас будет тем же унизительным взором, а я... Или это сейчас не так, наверное, опасно, что она сейчас не выживет. Да, Так она у тебя в не любом надо случае пока. бафается после смерти. Ты не Нет, сможешь бафается играть. то бафается, я к тому, что у нас пустой стол, а он сейчас что-то перед лицом поставит, как-то законтрит. Ну, уже сыграли. У нас тоже, с другой стороны, есть унизительный взор. В случае чего. Ой-ой-ой. Блин, как жаль. Жаль, хитрости Аврора сейчас будет так классно замечательно. Угу. Согласен. Унизительный нет смысла играть. Дать милость Гае, чтобы чисто выживал, ну не знаю. Может быть, Нет. просто разбить. Просто разбиться, видишь, у него обелиск, он нам будет наносить урон. И держать строй. Давай разобьемся и держать строй. Да, Сыграем. да. И горы надо начать ставить. Я бы хитрость Авроры поставил А, там аж 5. Не, да. Там Наверное, аж лучше гору пока построить, действительно. Держать строй, наверное, по флангам. Ну да, тут пока он нам, ну, не оставляет вариантов.
Радует, что Руйнин еще до сих пор не разрушена. Она, в принципе, много работы сделала, много уже этих Ну смотри, как давит событий вытащила из неё. грамотно. Все-таки хитрость Авроры надо играть. До неё еще долго. Ух, Не, знаешь, колода у него хорошая пока что. Ой, темповая прям. И грязюка такая. Капец. не, ну это легко, это косурок играешь. У меня там 6-1 стоит. Давай косурока на 3-2 тишь. Не надо вот эта грязь. И я думаю, Унизительным еще забрать. 2-4, чтобы он даже ману не собирал. тут хороший для руинин. Фух. Но тут, ну 3-2, ну что, ну делает... А, ну еще и в 7 единицу боя, да, это Да, дрянь Поэтому такая. я говорю, надо его... У тебя 6-1 там будет стоять, и плюс ты типа, уже будешь угрозу какую-то нести. Тут... Не, контроль, ну, надо. полный контроль, да? Да, все как мы любим. И я, наверное, под такую... Наверное... Ну да, там по-любому стоит всунуть землю. Только я бы Ну, всунул красную. ну, лавового. Красную. Давай. Ну нам как бы столько раз бы уже нам хитрость Аврора пригодилась бы. Ничего, я думаю, он будет рад, когда 12-3 там... Да, безумно рад будет. Да что? Неужели он так... По-моему, было все так хорошо у него. Почему он сдался, не понимаю. Ну, существо 61 перед лицом, но это не так много. Или он все свои... Возможно, он все свои хорошие... Третья победа. Да, 3 Я победы. думаю, просто все, что было. Поэтому он так и пережал нас в начале игры. Ну, с другой стороны, вот смотри, 6-1 перед лицом. У тебя замешано 3 сокровища. Земли грамотно выставлены. Грамотно Так. для атаки, но в защите у него ничего не... Actual Dingo. Действительный Динго против нас играет. Как быстро нашелся противник. Это, наверное, возмещение этого времени. Да, ладно, оставляю твою башню. Нормально заход. Тиранаксик. Унизительный взор есть, заросшая башня. Да, теперь люди пошли за сокровищами. Или было, возможно, так совпало, чтобы было прям битвы были, как раз, знаешь. Хотя, смотри, давай, наверное, разыграем сразу Тиранакса. Тиранакса, да, и зачем терять темп, когда мы можем... Ну, я думал сыграть секретно, вдруг бы противник забыл, что у нас карта исследования есть, а мы потом в конце похода. А смотри, у нас еще и карта исследования есть. В конце игры, да, 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 да. И когда уже некуда ставить ее, да, все земли будут заняты. Ух, тоже хорошая карта. Ну, поэтому хорошо, что сыграли сразу через... Может тут на дабл коллект даже повезет. Тут можно попробовать в мидрейндж сыграть и благодаря явлению руинин выставить сразу что-то мощное там в атаке по флангу. Можно попробовать. И оголить левый фланг. Вот я не понимаю, зачем молнию в бутылке брать? Ну да, она дает прокрут. Ну, возможно, у нее на сокровищах там что-то еще связано. Ну, такая карта неоднозначная. Ну, знаешь, По-моему, на из 5 карт, ну, явно можно что-то лучше выбрать, чем молнию в бутылке, ну, на мой взгляд. Я еще понимаю сокровища в нормальной, но сокровище в Пандоре, оно же может выпасть одно или два, и ты в итоге так ничего не раскопаешь. Да, давай тут еще цветочный дух поставим. чтобы- Давай явление сначала сыграй, посмотри, что выпадет.
Это круто, конечно, но сколько собирать надо. Давай цветочный, нам мана надо будет. Так 3-6 вперед, а цветочный на этот. Да, да. Скажу, надо. Но тут мы дадим штурм 2 нежданчик. А представь, ну это будет смешно. Мы разыграем Маженату за 14, да? Явление руинин. Или за 16 даже. Сколько явление руинин стоит? За 14 разыграем. Проглотим существо, и он это все красиво олягушит. Представь, это будет красота какая. Там условно 20 маны будет. Ну, условно. Например, если Тираникса дать, то 19 маны. Подожди. И он Нет, он не лягушит, потому что божественности не сможет ничего сказать. сможет. Божественность это у Маженаты. Но когда ты... Мне уже так когда-то делали просто. Но когда ты глотаешь существа нет божественности. Оно просто проглотило. Можно... Да, пока Мажената внутри, ты можешь лягушить и сделать больно. Ой, вот эта грязь с дробителем, с боем. А он и перед лицом. Что-то мне наш план уже не сильно так нравится. Ну, пока у нас нет никаких вариантов, кроме Маженаты. Я думаю, может тут сейчас 2 пустые дать. Ну, одну сюда ману собрать. Потом мы Мажената не дотянемся. Не, знаешь, я бы все-таки воду ставил, потому что тебе надо будет играть, надо строить земли. То есть, ну он сейчас... Ну ладно, давай. С другой стороны, дробитель не так и много. Если что, сейчас башенками закроешься. Ну, отчаянно Хотя- пойти сейчас с Маженатой в лицо. Сколько это она дает? Ну, 5-5. 9. 9-11 пойти в лицо. Слушай, а тут бороться чем-то, закрываться. Не знаю. Закрываться ты можешь столько зданиями. Ох, какой опасный поединок. Слушай, ну у нас и отхилка есть. Давай в лицо идти. Он нас, ну точно сейчас не олягушит. Потому что даже элементарно по землям пока что. Давай. А тут закрываемся чем можем как-то там. Ну, с другой стороны, Да. 3-6 это пока не опасная карта. Да, она будет призывать, но... Я, в общем, глотаю тогда. А, нам даже не хватает земли особо еще. Тебе Ну, надо построить, да. уже возле лица. И может быть и тотем построить, тики, чтобы Мажената было 12-12. Ну хотя какая разница, 11-11, 12-12. Два удара это решает. Я думаю, лучше заросшей бафать. Лучше тут где-то заросшую ставить и накидывать. Потом. Слушай, а ты ведь можешь сделать так, короче, чтобы у тебя 1-1 получил баф от Маженаты и уйти ним в деф. Ну, могу и так сделать. Ну. Мы сейчас ударим дробителя, получим еще тут 4-2. 5-4 и завязнем тут, я думаю. Ну согласен, давай через атаку попробуем. Башенку. Быстрее! Давай, 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 давай! Ты должен успеть. Да я успею. Там- Но это красиво. Вот сейчас, я думаю, он задумается над своим поведением. Ну, да. Ну, тут его сейчас выручают какие-то таунты. Ну, у нас и перемещение, опять же, есть. И... Но у тебя, даже если он разбивает 10-12, сейчас у тебя там 11-11. Но он не разбивает. Это был правильный ход. Что-то, ну, такие... Два последних... Последний вообще постенький поединок пошел. До Мажената шел буквально. Но правильное решение было, чем с дефом. Хотя у него вот такие, он выстраивал вот эти мехи. Это, конечно, если у него еще и подрыв был. Хотя, может, подрыва и не было. Там, знаешь, в чем проблема была? Ты в любом случае решал все заход, если только не олягушение. А он заход не мог тебе 20 здоровья снести. Да, ну нет, я ожидал, что он сейчас насмешки начнет ставить. Держать насмешками, бить в лицо, но насмешек у него, видимо, не было.
Хотя, если так, ну, подумать, не только о лягушении, там мы с тобой еще превращающий призрак. Потом еще есть, помимо... Еще как же ж там, еще есть карта тоже, которая превращает 5-3, 3-5, помнишь? Помню, да, есть такое. Так что не только о Это лягушении. тоже фантом такой же, только он по-другому Фантомный называется. призрак, а там то ли близнецы какие, ну там 3-5, 5-3 отражение получается. Но там, по-моему, вот тот второй, там требует много воды. А вот этот, который фантом, то он Он требует... подороже просто. Он требовал Совсем 2, да. То есть есть, были еще карты, на самом деле, контрить. Но это больно. С Маженатой была у меня тоже какая-то колода, и когда лягушают, когда ты в какое-то сильное существо еще дал Маженату, ждешь там, что сильное, это ж нужно сильное разбить. Так, Actual Dingo, это мы только что с ним играли. Это мидрейндж. Помнишь? Мехи и все дела. Помню. Значит, наша задача разогнаться быстрее, чем он, потому что защищаться против мехов это тяжело. Ты понимаешь, тут сейчас или он нам первое поражение несет, или мы чувака из Пандоры и единолично выкинем. Ты предлагаешь ему не уступить, не расстраивать его, чтобы он поборолся. Нет, я предлагаю выиграть еще быстрее. Не знаю, тут, ну, вихрь заклинания, наверное, оставить. Я бы вообще все тут поменял. Ну, пусть будет. Давай. Ну, вихрь оставим. Ну, нормально. Вот, смотри, красота, у нас дежавю. О, Сейчас он будет ждать. короче, может, у как него мы какой-то дальний бой есть. Опять мы так само и Тиранакса разыгрываем, который у нас, кстати, единственная одна копия в колоде. Вот это заход, да? вторую игру подряд. Да, и вторые ходим. Он так, знаешь, перед лицом поставил. Ну, мы можем... Я думаю, что вот уже на этом этапе он должен как Сдаться? шахматист оценить, да, как была прошлая игра, как это началось, и можно сдаваться. Это, представь, шахматист еще до начала боя там оценил все рейтинги эти, и еще до начала партии, короче, пожал руку и сдался, да? Вот это шахматист гений. А некоторые Смотри, это люди скажут, что мы повтор пишем. Нормально. Я в Ленин. И сейчас так хоп, А Мажената, да? Да. Не, ну сейчас легко уже так не будет, наверное. А может и будет. Мы как бы его силу не увидели. Не увидели его сокровища. А он нашу увидел. Ну, Мажената у нас как бы нет. Но он теперь ее ждет. Хотя он... Он видел, что нас Да. явно имя пришло. Ну, с таким сейчас повторами нам сейчас опять Мажената 10-10 зайдет. Слушай, может... Не, ну давай по мидрейнджу идти, а потом... Ладно, пошли. Я в Ленине. Зачем нарушать успешный этот? Вы получаете 5 здоровья. Рано ее пока играть. Давай Страницу сыграем. 4-6 и странец сюда. Того вперед двигай. А ты можешь, кстати, сейчас с изменчивым приливом даже подвинуть еще выше и собрать. Ну, не стоит это того сейчас. Не стоит. Ну, как хочешь. Я думаю, пока не стоит. Кстати, целитель тоже может сейчас офигенно сыграть. Он сейчас пойдет по мидренджу атаковать нас, нанесет какой-то урон, ты отхилишься, и целитель пробафанный, весьма сильная карта. Плюс отхил 5. Меня беспокоит только одно, что уже какой ход идет, а я не могу вихрь заклинаний любимый свой сыграть. Это просто я не люблю эту карту, она рандомная. А ты специально такие советы даешь, чтобы мы ее не играли. Между прочим, она нам копьеносца метели давала, который в какой-то там сложной катке, первой или второй, зарешал. Так, сапфировый як.
Ёлки, и это як, да? И это тоже як. Сейчас он начнет вот это устроить бафани. Давай М. строим гору. Ну и просто идем вперед. А вихрь заклинаний, здрасте, гору. Так а потом... Ну ладно, хочешь вихрь, давай вихрь сыграем. Но ты опять предлагаешь забить на левый фланг. Как-то это безответственно. Но я А это задумку работает. понял Всё это твою. время работает. Тут кто первее называется, добежит, да? Пока бежишь ты первый. Пока ты первый добегаешь. На следующий ход лавового ставить, да? Ставить вот Там эту надо опасную От того, как он гору. походит. Так как, ну он сейчас будет бафаться по-любому. Ну, Ну, да, он 24 может Потому что это не як. это як, наведи. Нет, боевой зверь Кобальда. Это, он в это любом як, случае у даёт. него як, посмотри надпись, это як. Его изменили, раньше был зверь, я тоже помню. Сейчас это як. Ух ты, ну тогда да. Неприятность. Неприятность. Так, наш план с лавовым пока не работает. Совершенно. Но это разве что... Ну, поставить его сейчас на месте 4-6, у нас же ж есть передвижение там. А 4-6 и разбить 5-4, да? Типа Ну того. да, да. Пока других вариантов не вижу тут. Ну и длиннорогого яка, наверное, стоит сыграть. Нет, а я Может. теперь длиннорогого яка не буду играть в отместку. А представь, поссорились эксперты, мы игрок, команда, и мы специально полколоды не разыгрываем, там играем какие-то 4. Так, длиннорогий як. Ну и на следующий ход, я думаю, стоит сыграть вихрь заклинаний. Это ты, ну, решил тоже мне сделать, да? Одолжение. На компромисс пошел. Сейчас он 9-8, понял? Сейчас он раскачается с силанским конихом, нам как даст. Это, кстати, опасно. Это очень опасно. Но он не так быстро пока качается, а лягушения у нас нету и насмешек пока. Пока мы мечтаем ему в лицо как бы дать, да. Хорошо. А что ж за фигня? Не, ну 12 в любом случае в лицо едет. И стоит. Как-то что-то где-то. О дефе это подумать. Деф это для слабаков вообще. Слушай, Мы мы... сейчас можем 2-3 убить 6-4. Да, я об этом только хотел сказать. Костер. Но для этого надо потратить перемещение земли. И тогда ты не даешь в лицо 12. Ну, я-то 12 можно подойти будет. Он, правда, может... И як может 12? этот бафнуться случайно, да. Он же тоже может 24 бафнуться. Так, тут надо подумать. Ну, Давай все-таки сыграем, убьем 6-4, 2-3. Все-таки так я хочу сыграть. Я не знаю. Это может быть неправильное решение. Причем ты можешь двинуть его землю ближе к себе, оттуда вообще отодвинуть.
баф, баф и дебаф. Да подходить, не подходить. Давай не будем, наверное, пока подходить. Ой, сейчас. Ну, не, ну мы сейчас решаем а-ля Гушени, да? А-ля Гушени, у нас есть хилка. Нет у тебя лягушения, потому что там целых 4 земли надо. Не решаем. Ну, после летала решим. Это не проблема. Ой-ой-ой. Не, ну это катастрофа. Почему это? Мы поддаемся. А точно, он же сейчас бы вылетел бы из Пандоры. Надо дать ему шанс. Ну, смотри, у нас есть такой неплохой ход. Так, хилимся на 5. Это 13. А это, Через отхил и через держать строй. то есть 3-2 бьемся просто. Ну, а 12-3 надо бы, конечно, вверх подвинуть для того, чтобы он его не забрал сейчас. Это, и был вынужден что-то там выставить. Вверх. Так, а он 5-4 заберет по-любому. Ладно, сейчас давай мы сделаем розыгрыш. Будем надеяться, что у него нету. Ну, идти в 5-4. Или вообще остаться на месте. Ну, можно остаться. Ничего не изменится. Так почему у него все в одну карту? Все бафы в одну карту. Ну. Ну что ж, он нам отомстил. Хотя, вот как-то мы упустили, увлеклись атакой. Ничего Так. страшного. Да, ну, у нас 4 победы, 1 проигрыш, и все становится По-моему, еще интереснее. по-моему, Мне это знаешь, что было обидно? Сказать, что у него супер колода, или он как-то супер сыграл, ну не было такого. Будет Так. прикольно, если мы сейчас опять на него попадаем. и Сингл. он решает. Сингл, мы играем против него. Против нового. Это не он был. Ну, мы с ним еще можем встретиться. Если сейчас не вылетим, конечно. Если он не вылез. Не знаю, мне тут все Конюх нравится. это класс. Прям все нормально. Вот это здание, которое одно заход будет всех подряд хилить тогда. Его можно сразу и выставить. Со старта. Ну, перед тем, как развернешь. Да, сейчас так и сделаем. Смотрю, Тиранакс популярен у всех. Я уже вижу его часто очень. Давай сначала странницу, может. Да зачем? Тики давай. Мистически интересно выглядит, конечно. Ну. Да, очень. Учитывая, что он еще и типа рандомную землю крепит. Это не нужно, ладно. будет у нас 4-5 с прыжком. Ну, хотя и осьминог хорош. Хорош. Нет. Осьминог у тебя получится либо 5-5, либо 3-5 с прыжком, а тут будет 4-5 с прыжком. Ну, давай посмотрим, если он сейчас не закроется быстро. Или мы можем, в принципе, если у нас то страница требует
Пустую. ты Пустую мы можешь можем вообще две пустые отдать, наверняка, чтоб... Да, наверное, две пустые дадим. Нам, чтоб вот это очень важно нам. Когда между колодцами его разыгрываешь, это уже не то. Там нет угрозы такой лицу. Было бы сейчас красиво через конюха, земель не хватает чуть-чуть. Ну, с этой пускай разменяется, с 3-2. А, страница тоже нормально. Или мы вообще можем 2-2 сейчас подойти. Слушай, мы можем 2-2 подойти. Он отступит, а там доберем конюхом и поставим потом мистического зверя. Не, он может не отступить, он может подойти вперед и построить землю между колодцами или... с другой стороны. Ну и что это прям, думаешь, сильно опасно будет? А так 2-2 пойдем Он вперед. Это будет тем опасно, что он там землю типа займет. Ну хорошо, давай страницу. Прям 3-2, 2-2 мы тут так обсуждаем какой-то. Я тоже думаю, что не сыграет сильно большую. Четыре, 3. Ну, подходи. Будем. Да, на Будем всякий, его на всякий пугать, случай. Пускай боится. Вдруг чем-то он его законтрит, чтобы 5-2 добрать в любом А случае. зверь-то у нас еще и бафнится, и он будет даже не 4-5, да? Да, он надо будет не- дальше. Главное не забывать, что только одно существо ставится. Вот. Видишь? Ну все. Все просто. Все просто и легко. Сдаемся? Зверя? Да не, у нас больше нет шанса на проигрыш. Мы не сможем подать чемпионский поход. Ну, Ну, мы даже если сейчас можем и на дабл коллект сходить, если понадобится. Я вот что Если- думаю, важнее мана или разыграть без бафа? Я бы все-таки ждал за баф. Хотя, давай забав, давай. хотя у нас для бафов есть заросшая башня. Прям сейчас пожадничаем. Давай, наверное, ставить, чтобы был сбор. Давай, хорошо. Жадность. Вон Ракаванца бафнем за 0. Тогда мы 5-6, ну, можем сейчас что-то Слушай, а выдать. это крутая карта за 0, 2-2 будет. Ну. И сейчас у нас есть костер, есть заросшая башня. Ой, я бы эту грязь убрал, но мы не дотягиваем. А, подожди, мы дотягиваемся. Дотягиваемся, у нас есть конь. Вставляешь туда горы, и конь там бежит 2-4. Давай, может, под тирийскую, чтобы сыграть, пока без гор. Хорошо, давай тирийскую. Я не видел тирийскую. Я думаю, у него много ли тут летающих? Ну, лучше забрать. Да и все. А будет бесплатно, заберем. Считаешь, он... Когда прыжка не хватает, на 4-3. Да. Какое приятное здание, прям нравится. Мы как бы можем еще и 5-4 бафнуть, но если он ничем не переконтрит, ну, наверное, стоит. Переконтрит, потому что... Ну это разве что ты в него и отдашь башенку еще одну. И костер, но ты уже этого не сделаешь. Подрыв, давай кузнеца этого. Он молот нам дает, у нас будет 2 молота, прикинь. Он там, по-моему, при определенных условиях. Ну, если ты оскверняешь, да. Так, ну, что, можем сюда поставить? А, мы уже разыгрывали, он не бафнется. Ну, тоже 3-4 он хотя бы заберет. Давай костер отдай в 5-4. Ну, это да, я думаю, сыграть. Пускай забирает. В любом случае, сейчас... Ну, ему 1-1 и 4-6 придется отдавать в 6-5, но если у него нету никаких там эффектов, бафов или унизительных взоров. Не, значит что-то есть, раз он так смело пошел на размен.
Мгм. Интересно. Он- Это Раш? Ну, не, ну, кстати, неплохая карта. Сколько он стоит? Ну, хотя не так уж и дешево. За 3, но ты компенсируешь ману, когда выставляешь там. И сейчас мы можем сыграть. Вот тут мы в центре, наверное, ставим гору теперь. И Спасибо. тут другой мы или тут в центре, или на... Я думаю, на этой поставить. Хотя или в центре. Что Да, так? в центре, потому что там у него 2 пустых, и Мгм. надо занимать. Если Давай. что, ты потом еще танец шамана на него кинешь. Ой, он еще и 6-6 стал, вообще красиво. Хорошая карта. Нам нужен второй молот. Потом просто Тебе, бешено ищем карты. тебе мало двух. Остается 2 карты, они 2 молота, да, и мы все методично. То есть тебе маны не хватит. Но если, Заход. если Ну, будет... если у тебя что-то на столе будет. Там же, ж, скорее когда всего. открывается Пандора, по 6 маны дается. Будет хвататься. Хватать. Ну, если где-то еще подбирать ману. И ты заход сможешь 3, да, кидать? В идеале. Он вообще в лицо нам дает нормально. Идти, смотри, как он смело. Ну, подходи. Вперед. Только не бей. Может быть, башенку использовать и 7-7 его сделать. Давай. Потому что 6 на 3 18, а 7 на 3 21. То есть ты за 3 удара не забираешь. Ну и если какой-то будет... Ну, не знаю. Why so Не, ну тут serious? выгоднее, наверное, молот отдать в 2. Тем в лицо еще дать. Что, серьезно? Ну ладно, 5-5. Ага. Ну все, тут лягушение. Блин, лягушка-метатель с этим не сыграет. Но мы можем... Смотри, а ну... Если лягушка-метатель, мы убираем 0,2. Идем 7, значит, по-любому в лицо. Остается еще лягушка и молот. Да, это хороший вариант. Да. Давай. Молот еще 5 урона наносит. Потом. В любое удобное для нас время. О, у нас еще Шион бафнется, я забываю за это постоянно. Как приятный такой бонус, да? Мы можем сейчас еще и башенкой дать 7, чтоб 8, пускай еще и помучается, Подожди, поищет 8? этот... Так давай, 8, если ты дашь 8, то молотом ты его забираешь. А еще ты можешь взять ману и танец шамана еще сыграть и просто дать. На лягушку. Ну хотя бы на 4-5. Деклассировали полностью, да? Ну, тут если отхилки нету, чтобы он уже не выдумывал, да. Ну что, сейчас для нас наступает сам именно то время, тот момент. Это будет чемпионская Пандора наша такая с залета первого. Или мы опять попадем на этого чувака и отлетим. Ну, видишь, как показывает практика, все-таки вот у нас было так в первой или во второй игре, когда ты вообще забиваешь на свой фланг один, на защиту, это тоже больно. Мистер Смурф, ты посмотри, как ищет пару секунд. Наверное, разработчики услышали, какой бедлам творится, и ты посмотри, как залетело, сколько игроков. У нас вот сейчас, если сказать людям, которые сейчас подключатся, кстати, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Будем продвигать наши любимые игры для ума.
Вот если сейчас сказать, что игра искала там 15 минут, никто и не поверит нам. Да, игры за пару секунд находятся. Последние 3 игры так нашли, да, быстро очень. Ну, пока идеальный заход, нечем ходить, но и силанский конь, 2 перемещения. Это... Мистер Смурф, я его помню, потому что он очень, во-первых, Давай зеленых начнем. он очень сильно играет. И мы ему, или я ему где-то проигрывал в ранке, причем он очень... Или мы ему проигрывали, это пандорщик профессионально. По-моему, он где-то был то ли в рейтинге, мистер топ-10 я его находил. Ух ты. Именно Пандоры. Так что это будет очень сейчас сложно. Это действительно будет... Сейчас будет... И нам еще не... Это да. Ну давай воду. Так. Для мобильности. Ой-ой-ой, какая грязь. Сейчас пойдет дабл. Да. Да, это больно. Но я не буду просто так силанского конюха ставить. Не проси самого носить. Силанского конюха поставить и 2 перемещения. Ну подожди, мы, кстати, изменчивый прилив, если уж сейчас все печально будет, можем дропнуть карту. Можно, как вариант. Я думаю, уже должно хотя бы что-то прийти. Не, ну что-то придет, ты не сомневайся. Этот лавовый этот голем за красные земли. Так, что он так задумался? 3 карты все. Может, забыл нажать, мне тоже бывает так иногда. Потом уже слышишь. Не, он еще думает стратегию. Он нас тут сейчас разнесет, деклассирует. Но мы будем стараться... Вот такое ощущение, что игра против нас. Тут уже, ну, надо что-то играть иначе. Это не исследование. Да не, я понял. Я думал, правильнее, да, сейчас взять карту, а потом уже... Ну, нормально. Слева, да, ты думаешь? Или справа? Слева. Только, наверное, не у самого кого. Ну смотри, если мы сейчас поставим, мы его не подловим. Хотя, даже если... Подловим. Просто на воду поставить. Подловим. Ну давай. Ну ставь уже. Я пускай тоже пугается, думает, что я тут глобальные планы строю. Какие у него карты хорошие. Прям колоду, и как будто бы он ее сам собирал. Не в Пандоре, а... В прошлый раз я не помню, но мистер Смурф легко запоминается, хороший игрок. Может он нам, знаешь, чемпионской тогда встречался Пандоре, что мы раз проиграли, потом в итоге его дожали, или... Ну такое, у него постоянно интересная колода. Теперь вопрос, стоит ли так много карт сейчас отдавать в 5-3? Потому что это надо сдвинуть землю и 2 пустых. Чё 2 пустых? Исследование. Подожди, нам не надо тратить передвижение земли, у нас же есть исследование. Ну, я предлагаю его сейчас снимать 5-3. Тут слева ставить силанского конюха на сбор маны. И снимать. И лететь туда со штурмом 3, да? Ну давай. И плюс ты уже как-то по флангу пройдёшь, Или может быть силанского даже на правую часть поставить, а тут мы придворного шута поставим для сбора маны. Давай, хорошо, давай так. Давай силанского на правую сторону, только ты сначала земли построй.
Why so Нормально. Учитывая, что у serious? тебя есть унизительный взор. Я бы, да, я бы сейчас как-то этот, если бы копьеносца метели, знаешь, подкараулить. Очень Но он такая. он до тебя не достает, а подкараулить шансы есть пока еще. Не думаю. Я думаю, он не ожидает сейчас еще перемещения земли. А оно у нас есть. Прыгнет, например, между колодцами туда, поближе. Ну, кстати, может быть, ход той хороший. Угрожать потом. Но тут, знаешь, в чем другой вопрос. У него целых 10 маны, 4 земли. Ага. Он не собирается прятаться в бой. У него было перемещение, не только у нас. Блин. Ничего, ничего. Нормально. Сейчас 2 унизительных. Та может и придется отдавать. Ну что ж так не Я заходит? бы карту взял, только, наверное, через... Не знаю. Взять карту через прилив. Что нам может такое прийти? И Какая-то зачем через зелень, прилив? какая-то зелень. Как? Ну, если ты так возьмешь карту, то ты не построишь землю, а у тебя и так земли надо строить. И надо что-то ставить и что-то строить. Я бы взял карту через прилив, 0.2 бы подвинул ближе к лицу, а там, если подойдет какая-то зелень, то построить лес и выставлять. Что делать? Давай. Нормально, лицо хотя бы закрывается. Ставь еще один лес. В центре. И ротация. Я думаю 0.2. Думаешь 0.2? Хотя, Давай. давай ракованца, да. Давай ракованца. 0.2 собирает пока еще. «15 маны. А мы, ну, нам какой-то пока не заход идет, такие пока дикие эти попадаются. Или он, хотя не заход, у нас силанский конюх был, и у него хорошо. Просто там такое ощущение, мы тут тужимся, на всю играем, а он так, пока в расслабоне, в эконом-режиме. У нас такие вспомогательные все карты. Ух ты. Неожиданно. А, ну все, он попался, у нас вихрь. Ну ты смеешься, Фугора хороший, Сон Аврора будем собирать. Ну, Фугора это действительно крутая карта, но я бы тут унизительно играл. Надо убивать 5-5. И плюс вот твой раканец выживает все равно. Встав в водичку, знаешь, слева. Да я бы слева сверху под Фугора, я тоже подумал. Думал, конечно, Фугора тут у сразу нас ставь. опасно, но мы его не поставим сразу, у нас же ж не хватит земли. А одной земли еще не хватает. Ну ладно. Потом. Я думаю так, он 3-2 ничего не сделает или бафнуть его. Да не сделает он. Унизительный взор и 1-1. Хотя и так он с бафом тоже сделает. Да. О, и у него вихрь. Вот видно, у топовых игроков все берут вихрь. Топовым игрокам рандом помогает. Ну и, конечно, скилл пользоваться рандомом тоже нужно уметь. Что, перемещение? Перемещение. Я, видишь, с бафом бы он все равно его разобрал. Там он под Фугоры тоже заготовил такую. Ты смотри, перемещение приливов, копеносцы метелей,
Он, может, и правда под себя собирал. Он забыл, что это Пандора. Но теперь Фугора играть, ну это он сразу его разбирает. Надо Фугора тогда. только в дефе играть, для того, чтобы с прыжком достать потом туда, если что. И причем слева. Слева, да. А сверху там, ну, Тиранакса можно было бы сыграть. Но тебе не хватит маны. Либо то, либо то. Угу. Почему не хватит? Мы сейчас Фугора разыграем, и там можно взять это. А, точно, посудину. точно, уровень. Ну, можно дракона взять этого. 6-6 за 3 тоже неплохо. Выбирай дракона или урона. Давай дракона. The sky is only the beginning. Или в защиту, или в нападение, наверное. В защиту он нас Вперед ставь. он нас быстро разберет. Ему, чтобы дракона убить, надо 2 бафа, ну, 2 события сыграть. Ну или унизительный взор. Это Или будет тоже. унизительный взор. У него все Выбирай. есть. Ого, какая игра. Так. Но тут нас сможет спасти только 3 рандомных сокровища, которые придут. Мне нравится такой твой оптимизм. Ну, я думаю, 3-2 надо снимать эту грязь по-любому. А в дефе ты как собираешься играть? А в дефе, ну мы можем тритоном закрыться, ну то, пока только так, наверное. А как ты ним закроешься, если там У есть? него рывок. Мы тут разыграем А. и тут поставим. Окей. Ну, может, ты что-то лучше найдешь. Пока я не вижу. Ну, рывок какой? Ну, это прыжок у него, он же ж прыжок. А, Дар, ну, это даже не рывок, а перемещение, ну, ты понял. Оно сработает как рывок. Или разыграть Тиранакса, но опять у него ж может быть и унизительный тот же. ну Тиранакс даже с унизительным 5-2 убьет. Просто что ты пробиваешь, ну, пропускаешь 5 урона. Но с другой стороны у тебя отхилы есть. Тогда на его Ну, вставать, так. землю. Не-не-не, лучше на рез вставай. Лучше не пропускать. Я думаю, можем унизить 7-7, чтобы он разбился об него. Или не стоит. Давай, да. Не успели. Ну ладно. Будет, значит, нежданчик. Нежданчиком И- будет сон Авроры, если мы до этого доживем. Третий копьеносец метели. Прикинь, ты прикинь. Я в Ну, шоке. это, я не знаю, с этим надо что-то делать. Цветочный дух 0-2 двигай под копьеносца. Не давай ему движения. И Тиранакс, Ну и Тиранакса слева. и Тиранакс. Да ну, М? Ну, думаешь там? а где? Там возле лица прям, я думаю. А чё? Типа, если он тут что-то разыграет. Как Ну, бы он атакует. давай. Тут, Ну ладно. только ману бери, я думаю, сейчас уже надо ману брать. Потому что мы как-то просели чуть-чуть. Да просели, у него еще и дабл коллект, у него сейчас еще и открылась на нем Пандора. Тоже это для нас минус. Ну, я, конечно... Ну, у нас, с другой стороны, 3 унижения или 4, у него может 4 копьеносца быть. Ну, он что-то на ману настроил нас. Это можно разыграть все что угодно, конечно.
Ну, это, наверное, самая такая, прям подходит под финальную битву, такая Да. сложная-сложная. Ну да, когда эксперт сказал, нам может только спасти 3 рандомных сокровища подряд. Видно, на какой мы стратегии играем. На отскоках, да. А что он еще сейчас поставит? Он же ж понимает, что мы сейчас его копьеносца завалим. И я это очень хочу сделать. Сокровище какое-то. Баф всех. На миллион. Я не знаю, 11 маны, сокровища есть, но можно было бы что-то и сыграть. Ну, хорошо, что так. Хорошо, что так. А у него там зеркало, прикинь, сейчас таких два. Ну, а что мы сделаем? Ну, забирай. Забирай. Я бы с удовольствием... Давай дропнем, наверное. Наверное, Потому что стоит, я да. бы еще и 5-4 забрал. Ставь его, наверное, тоже. Вепрь у нас сейчас разыграется, не раз... Ну, вепрь, наверное, да, брать? Мистический Ветер сейчас у зверь. тебя не играет, у тебя все раненые. Ну, нету 5 хп на столе. Мистический тоже не играет, потому что нет там бомбы. Ну, и лучше вепрь, я думаю. Вепрь, кстати, может сыграть, например, ты даешь Тиранаксу милость Га, и вепрь становится за 3. Сейчас получить землю под нашим контролем. Но мы тут можем удариться феей, конечно, с точным духом, но не факт, что нам 4 маны хватит разыграть. Не будем биться мы. Ну, разыграет так разыграет. Ну, типа, можно унизительным взором чем угодно забрать. Но он и так уже много унизительных потратил. Да, у него есть, я уверен. Еще 4 осталось. Ну, окей. Посмотри на эту страшницу. Ух. Ух, красиво. Так. Тут пока что, конечно... Смотри, мы можем унизительным взором на 5-1 нанести и 1-1 с ним разменяться. Можем. А другим унизительным взором законтрить 3-8, 5-4. Как думаешь? Тоже можем так сделать. Ну, И пугает... еще при этом ты сможешь выставить этого за одну ману. Ну да, пугает то, что, конечно, мы вообще сейчас чисто в защите, чисто в защите. А что нам, кстати, TQ Зоолах принес? Классную карту принес. Вот эту? А, За 1 маны как. угу, все. Ну и Ну тут, давай, и тут, наверное, тоже унижай мы его. унижаем. Убиваем. И мы можем древнего и яка, да? Да, древнего яка. Древний як, хорошо, смотри. Яка слева ставь. Ману хоть какую-то собрать. И ману, наверное. Да давай землю. Сейчас Пандора уже открыта. Может нас и атаковать хоть иногда, хоть раз получится за игру. Ну, пока мы успешно защищаем. Да ну, это успешно разбивается об камбу 21 мана, ну. Не верю в этот. Какой-то кристалл он сейчас дает и все зачищается. Плюс мы уже сыграли сокровища, а он нет. Ну, правда, наше же должно 3 принести когда-нибудь. Ну да, когда-нибудь должно. И мы уже тоже все свои контраргументы разыграли. Даже вепри не можем разыграть, потому что нет. Можешь.
У тебя будет милость Га, и даешь ее кому угодно. Даешь ей 3-4. Ух ты, блин. Да ладно. Да ладно. Ладно, даешь милость Га и... Да ладно. Я же говорил, кому ты говорил давать милость Гай теперь? никому. Шикарно. Отмена. Ну, тики за олах. Так, стоп, Саламандра сколько у этого? Саламандра бы 7-4. затащила, если бы ты смог ее нормально разыграть. Ну я ее не смогу уже нормально разыграть. 8 или более земель. Наверное, рыбу фугу можно играть. У нас сейчас 7 земель, ну поставим землю еще одну. Она получит 3-3. Ну и будет 5-6 с прыжком. Но он ее разберет этим колоссом, и все. Я думаю, тут уже лучше даже Саламандра, наверное. Ну да, Саламандра подороже будет. Не, ну время еще есть, сейчас подумать не спеша. Я думаю, за рыбу фугу. Ну, она неплохо, конечно, выглядит, очень даже неплохо. Было бы, конечно, шикарно древнего вепря успеть, но мы не успеем его разыграть сейчас. Хотя Саламандра... Но она убьет только одного 2-1, 2-5 потом будет. И она даже не убивает колосс. Саламандра, ну, рыба фугу. Да, в землю не играет. Так, ну, может, ее не будем разыгрывать? Пока что. Хочу придержать. А на следующем разыграем ее и... М? Хоть как-то играть. На следующем фугу и вепря хоть как-то. У нас отхилка есть сейчас еще. Хилка есть, но не очень много. Катастрофически. Будет еще одна часть, но в любом случае достойно. 5 побед-то взяли. Подожди, мы еще не поиграли. Еще Так, мы можем, по идее, сейчас всех разыграть. можем. Но для этого тебе 7, надо вес, 8. поэтому рыбу надо ставить не на вес. Тут, ну, одного вепря через вес надо играть, одного побольше. Ну, тут где-то фугу мы можем поставить слева или вообще перед лицом. Не, Она ж с прыжком. возле себя. Ну, и он ее там просто убьет, а так тебе надо отбиться от этого всего. Нет, туда другого. В смысле другого? Так я 2 вепря. Одного сюда. Да, только один у тебя лес требует, а одного ты можешь и на гору, и на воду поставить. Так у нее все равно рывок, не пойму. А, ты прям туда хотел, я А- думал, ты с другого фланга поставишь. Ну, ставь, ставь. Гая, ну 9, наверное, пока не надо, но кому мы ее можем Может, дать, рыбе фугу дать? чтобы она выжила? Давай. Ой, у нас супер карта. Сон Аврора остался. За 4 фан. Еще красивая такая. Так, нормально. Нормально-то нормально, но 19 маны. Где наши, блин, сокровища с того долбанного талисмана? У него второе превращение. То есть такая у него сбалансированная колода. 3 копьеносца точно были, 2 превращения вот этих призрака. Да он просто колоду не в Пандоре собирал. Может есть такая функция, мы не знали, не берешь себе. Я бы Селесту взял в Пандору. Чем? Дорого. Не сыграй. А, карту возьми, наверное. Она ушами. Ну, там без разницы.
Опять 5 или лошадь? Ну, не знаю. 10-12. Ты либо очень много пропускаешь, либо надо лошадь. Ну, для оглушения не спасает. Может, явление попробуем. За 2 маны там ничего не будет. Ну, можно попробовать, конечно. А вдруг? Ну, если мы сейчас О. переживаем, то как-то что-то может еще где-то. Ну, Ца. Ну, вот. сейчас... Так. А сколько карт пришло? Мы 2 взяли, он 3 взял. Да. Ну тут как бы все. Да. Смотри, какой есть хитрый план. Ну, молотом Опять и убить молот? да, и в центр защитника. Да. Только он все равно этого защитника будет отражать. А, он пробафан, не разбивает. Ну, у него ж 5-3 тут еще. А, ну 10 он дает. Но он все, если в него отдаст. Еще что-то сейчас выставит. Ману бери, да. Но мы боремся до последнего, друзья. Для соперника это тренировочная игра. Мы ему ничего не создали, один раз взяли ману с колодца и все. Ух. Я теперь в колодце все соберу. Ну, скромно. Ладно, я все равно считаю, это было достойно, неплохо. Да, я тоже. И у нас были все красивыми, и даже это последнее тоже. Друзья, спасибо, что были с нами. Поддержите наше разочарование лайком, комментарием, подпиской. И читайте, друзья, книги и играйте в хорошие игры для ума, в частности, в Фаерию. И мы порекомендуем вам книгу Кена Хонды «Тайная жизнь денег». Спасибо и до новых встреч. С вами были Макс И Грин.